Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели Херсонского электромашиностроительного завода «Электромаш», а именно УАЗ-469. Данная модель выпускалась на этом предприятии с 1987 по 1997 год. Прототипом для херсонской модельки послужил реальный УАЗ-469. Это грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, который выпускался на Ульяновском автомобильном заводе с 1972 по 2011 год. В общей сложности за 40 лет было выпущено более 2 миллионов УАЗиков различных модификаций. Автомобиль использовался во многих отраслях народного хозяйства и проявил себя как надежный и технически удачный автомобиль, сменив на этом пьедестале предшественника ГАЗ-69. Интересным фактом является то, что УАЗ-469 в 2010 году стал рекордсменом по количеству поместившихся в нем людей – аж 32. Херсонская модель была пластиковой, и открывающимися частями был только капот, под которым была имитация двигателя. Также модель имела съемные детали, тент и запасное колесо на задней части, у которых со временем отламывались фиксаторы из-за постоянного снятия установки. Несмотря на то, что модель была из пластика, стоила она недешево – 2 рубля 20 копеек, что довольно ощутимо било по карману в то время, но по сравнению с металлическим саратовским аналогом все равно было дешевле. Исполнение данной модели, как ни странно, с течением времени становилось лучше с точки зрения детализации и близости к оригиналу. Модель в течение всего периода производства претерпевала ряд изменений, которые в свою очередь породили аж 5 разных вариантов данной модели, что не может не радовать коллекционеров. Самый ранний вариант УАЗика 1927 года имел прямоугольную облицовку радиатора с 13 отверстиями решетки и полосой наплывом сверху. Дверца лючка бензобака выпуклая, передние поворотники с небольшим углублением посередине и более детально сделаны. Стопы сзади автомобиля выпуклые, ручки задней двери более крупные по форме, фонарь заднего хода выпуклый и находится ниже, чем у реального автомобиля. Фонарь заднего хода и стоп находятся как бы в одной плоскости. Литье двигателя также может немного отличаться от поздних моделей наличием более крупных горловин на радиаторе. Шрифт на днище выглядит мельче. На торпеде 2 круглых прибора крупнее, чем в более поздних моделях. Также имеется отличие в дворниках переднего стекла ранних и поздних моделей. Предположительно, на ранних они более прямые, а поздние в виде птички. Следующий вариант модели 1988 года получает более вытянутую облицовку радиатора с количеством отверстий уже не 13, а 11. Дверца лючка бензобака становится более плоской, ручки на задней двери становятся другой формы и более мелкими. Фонари заднего хода становятся другой формы, утопленными и поднимаются немного выше, как у реального автомобиля. В третьем варианте 1989 года опять меняется форма решетки радиатора, у которой количество отверстий меняется опять с 11 на 13, а сама решетка становится немного выше, чем у самого раннего варианта. Передние поворотники идут без выпуклости, ручки дверей становятся немного короче. Воздухозаборник перед капотом становится шире и короче, на торпеде 2 круглых прибора по диаметру становятся меньше, чем в более ранних моделях. В четвертом варианте 1990 года наконец-то появляется новый вид решетки радиатора с эмблемой «Птичка», который идентичен оригинальному автомобилю УАЗ-469. Передние поворотники опять становятся более выпуклые, как у ранних вариантов. Ручки на задней двери становятся другой формы, задний стоп также немного видоизменяется. Шрифт на днище выглядит крупнее. В самом позднем и окончательном варианте 90-х годов с новой решеткой радиатора опять происходит изменение в пресс-форме. Если сравнивать с предыдущим вариантом, то отличие видно в фонарях, дверных ручках, сетке решетки радиатора, эмблеме на решетке и лючке бензобака. Модели в моей коллекции относятся к самому раннему первому варианту с решеткой радиатора с наплывом сверху, с третьим вариантом с решеткой с 13 отверстиями и без наплыва сверху, и самыми поздними четвертыми и пятыми вариантами, которые уже идут с правильной решеткой и с эмблемой.
Чтобы отличия были видны, я попробую поставить все модели в ряд, и вы сможете увидеть, что по отдельности они вроде бы как все одинаковые, но вместе в одной линии различия очевидны. То есть можно сделать вывод, что пресс-формы модернизировались или ремонтировались довольно часто, и потому в каждом из вариантов есть свои отличия. Коробок для этой модели известно несколько вариантов. Самая ранняя была с рукописным текстом, а все последующие были уже с небольшими изменениями технических надписей. Самые поздние модели помещали в коробке от ГАЗ-69, но с вкладышем для УАЗ-469. Цена на эту модель не очень высокая и стартует в комплектном состоянии от $5 даже с коробкой. Ранние модели в ранних коробках или же с какими-то интересными цветами могут доходить до $20-30. Всем спасибо за интерес к этому обзору. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить более интересный обзор. Пока-пока.